Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Ева Оракул и Таро. В рубрике «Сильные стороны известных людей» мы разбираем здесь известных, знаменитых, исторических личностей и современников, людей, которые отличились своими талантами, своими способностями и которые оставили след в этом мире. Сегодня у нас музыкант. У нас сегодня Земфира. Очень неожиданный такой гость попросился к нам с вами на разбор. Давайте смотреть сильные стороны. Такого, знаете, музыкант, на котором выросло целое поколение. Вот, давайте посмотрим, что там кроется, какие сильные стороны у этой девушки. Сразу же, знаете, идет из потока, как будто бы она все время все видела, как у нее как калейдоскоп, у нее настолько творческий человек, вот настолько творческий человек, и настолько это для нее привычная форма жизни, понимаете, вот вся ее жизнь, это, знаете, вот все время у нее какой-то калейдоскоп, как картинки, какие-то диафильмы. Помните, в детстве вот этот был диафильм, и ты там все время перещелкиваешь, меняется. Вот она видит мир, реальность не как, знаете, вот как обычный человек, как-то линейно. У нее все время какие-то слайды, какие-то образы, какие-то, как сказать, вот знаете, так как она воспринимает мир, вот, ну, понимаете, вот все творческие люди, музыканты, они действительно мыслят не в контексте вообще этого мира. У нее постоянно какие-то есть игра воображения. Ну, это вот сложно найти. Я сейчас нащупаю, пока буду вести расклад, нам карты помогут, и из потока я приду. И я пойму. И, кстати говоря, очень много как раз связано и этот творческий поток, если вот когда мы смотрели Альберта Эйнштейна, например, разбирали гениев, да, то это какой-то божественный поток, который идет через него. Но здесь совершенно другая история. Это настолько творческая, креативная личность, я же говорю, что почему-то идет как будто бы все время какие-то диафильмы, какое-то воспроизводство в своем воображении, в своем мышлении, в своем видении каких-то образов, каких-то ощущений, каких-то композиций, во всех смыслах композиций. И именно то, что человек необычный, неординарный, и вот этот конфликт обычной жизни и необычной жизни, повседневной жизни и творческой жизни, да, где есть разные взлеты и падения, и плюс какое-то, знаете, вот такое ощущение идет, что человек действительно чувствовал себя таким, знаете, вот немножечко, ну, помимо того, что человек интровертный, человек, знаете, интровертный и открытый одновременно. Вот можно это сказать. Его сильная сторона ее личности, самая первая идет, да, это вот такая вот интровертность, это же, с одной стороны, большое желание взаимодействовать и давать что-то миру, но с другой стороны, это какой-то свой личный процесс, в которого я никого не впущу. Еще, кстати говоря, идет, что этот человек, знаете, неутомимый, то есть ее творчество, ее огромный вообще сила вообще этого человека не в том, что это какой-то поток через нее идет. Я не знаю, вот как, например, мы рассматривали уже Эйнштейна, будем рассматривать Бетховена, когда я к нему подключалась, да, то есть это абсолютно люди, которые жили в потоке, как такое ощущение, как будто бы от них даже ничего не зависело, да, они как проводники. Так вот, Земфира, она не как таковой проводник, она просто огромный творческий потенциал, огромный творец, то есть человек, который переосмысливает. То есть это, знаете, вот как, грубо говоря, не знаю, там, есть какой-нибудь кнопочный телефон, а она вот какой-то уже такой суперсовременный там iPhone со многими функциями, вот какой-то какое-то очень сильное воображение, очень сильная чуйка, очень сильное ощущение, которое она умеет, как сказать, все время, знаете, как сказать, перекладывать эти ощущения на какие-то конкретные вещи. И этот процесс ее настолько захватывает, она им живет, то есть это не то, что какая-то отдельная часть жизни, это вся ее жизнь, она такой человек. И невероятная работоспособности человек. Я вот смотрю, что когда вот, знаете, как это вот как трудоголики, такие люди, творческие люди, они, когда увлекаются каким-то процессом, они могут этим жить, и они вот все время в этом потоке, у них играет эта музыка в голове, у них там какой-то смысл, и они вот все время поиск такой идет, понимаете? Почему идет калейдоскоп? Какой-то поиск, сопоставление, все время огромный невероятный творческий процесс идет. Очень интересно. Я, кстати, тоже, естественно, слышала, я помню, первая кассета, которая у меня появилась, мне подарили, помню, одноклассники. Это была кассета как раз, по-моему, Земфиры. Я помню, даже там такие вот эти цветочки были, цветочная обложка. Кто знает, кто знает. Я вспомнила сейчас. Так, у нас идет здесь двойка кубков.
И она, знаете, что говорит? Вот человек, который влюблен в то дело, которое он... Вот интересный такой момент, понимаете? Вот поскольку человек творческий, как будто бы его способ проявления любви к другим людям– это музыка, творчество. То есть я не могу говорить вам словами, что я вас люблю. Я не могу как бы проявляться как обычные люди. То есть любовь к человечеству, любовь к людям невероятная, понимаете? И вот такая вот какая-то очень тонкая. Но поскольку человек неординарный, такое ощущение, что нужно иметь какую-то дистанцию, какую-то буферную зону для того, чтобы это давало какое-то, понимаете, вот ощущение мне своего мира, в котором я могу творить, чтобы никто этому процессу не мешал. Потому что вот, знаете, вот как любой творческий человек, когда в его пространство творческого, скажем так, творческой деятельности, да, его кто-то проникает, это очень воспринимается как нарушение личных границ. Потому что человек этим живет, для кого-то другое, ну что там, не знаю, грубо говоря, это там твой холст, это твои краски, но для человека это его суть, это его жизнь, это как будто бы продолжение его чего-то, понимаете? Так вот, для нее очень интересный момент, что способ взаимодействия с людьми, с окружающим миром и проявления любви к этому миру и к людям, потому что вот у меня такое идет ощущение, что многие воспринимали этого человека, как будто бы он, скажем так, такой, знаете, вот, абсолютно хочет от всех держаться подальше, такое нелюбовь. А я смотрю, очень светлая на самом деле энергия, все карты светлые выходят, и все кубковые. Видите, четверка, там выходила четверка жезлов, да, здесь двойка кубков, и что-то мне еще здесь мелькало. Четверка кубков и рыцарь пентаклей. Сейчас посмотрим. Я же говорю, что это способ проявления. Вот, кстати говоря, когда к человеку проникают, вот это очень хорошо, эта карта описывает, четверка кубков, то, как она реагирует на то, когда в ее пространство, как бы, в котором она может рефлексировать, в котором она может быть немножко в таком легком, иногда таком творческом, меланхоличном состоянии или в каком-то процессе создания. Когда кто-то в это пространство проникает, это вызывает неприятные ощущения. То есть это некое вторжение, куда тебя не просили. Поэтому ее активный способ взаимодействия с миром, проявление себя и любви, доброго, светлого отношения к людям, это именно музыка творчества. То есть это ее язык любви. То есть человек на самом деле, она полна этой любви, которая еще только как будто бы, знаете, вот ищет форму выражения внутри. Вот. То есть для нее музыка это, конечно, это, знаете, вот есть там воздух, наверное, не так важен, как музыка, как творчество. Настолько это важно. И настолько как-то бережно хочется к этому относиться, и настолько хочется это дарить людям. То есть я смотрю, от всего сердца действительно хочется, чтобы это как-то оценили, чтобы это полюбили. Потому что какое-то абсолютная есть такая, знаете, вот идентификация себя и своего творчества, абсолютное соединение, нет разделения, понимаете? Вот как, наверное, чем отличается коммерческий музыкант от действительно человека творческого, да? Она, безусловно, человек очень творческий. То есть когда она что-то делает, там, выпускает какой-то трек или выпускала, да, мы говорим, неважно, мы сейчас не будем брать время, да, отрезок, в целом я смотрю. Было иногда грустно, если это не вызывало какого отклика. Но, понимаете, вот как бы это, с одной стороны, грустно, это не грустно, вот. Важно, чтобы мое творчество нашло отклик в сердцах людей, потому что это мое проявление любви к людям. И я хочу, чтобы люди это почувствовали, мое соприкосновение с ним. И какой-то, знаете, как я хочу тонко передать там через слова, через музыку мои чувства, чтобы другие, потому что я знаю, что другие люди тоже это чувствуют. И вот это вот, понимаете, такая абсолютная уверенность, что это найдет отклик. Потому что это истинное, потому что это настоящее, потому что было у самой внутри очень много переживаний, очень много эмоциональной было боли внутри, соприкосновения с миром, с какой-то грубости миром, с какой-то, знаете, с чувством поиска себя. И поскольку это вообще был такой, вы знаете, вот это получается 90-е же, да, 90-е, 2000-е, как раз когда пришел такой пик ее, ну не 90-е, нет, это получается 2000-е, что-то я уже запуталась во времени. 2000-е, получается, да, это были уже такие времена, действительно, общество очень сильно менялись люди, менялось ощущение людей к свободе, к проявлению к себя и так далее. То есть это уже совершенно новые времена уже пошли. Очень много на нее выходит карт.
таких, знаете, сопротивления, борьбы, какое-то проявление. Видите, жезловая мечевая энергия. То есть человек не конфликтный, но внутри много разных конфликтов и эмоций. То есть ее самая сильная сторона, что она все свои преобразования внутренние, скажем так, трансформации, какой-то внутренней борьбы с чем-то, все это шло в творчество, и все это было как таким топливом, бесконечным топливом. То есть вообще не интересовало, знаете, выяснять отношения с миром. Ты выясняешь отношения с собой, и ты это перекладываешь на музыку, и это пытаешься донести людям, и ты понимаешь и чувствуешь, что это сейчас общий срез. То есть это интересно многим, понимаете? Потому что она в этом абсолютно как бы уверенно была, чувствовала свою силу, и этот отклик, он был, во-первых, для нее важен, но с другой стороны, знаете, и важен, и не важен одновременно. Важен, потому что не хочу я свое эго подпитать, не потому что там мне нужна какая-то слава, а потому что я хочу, чтобы мое творчество вышло как будто бы в путь. У него была жизнь, понимаете? Вот что настоящий творческий человек, когда он горит своим делом, ему важно не чтобы его признали, а чтобы признали то, что он делает, да? Вот. Это чем отличается человек творческий от человека, который занимается коммерческим таким творчеством. Поэтому она была абсолютно творческим таким человеком, который раскрывал свою природу через то, что она делает. У нее это получалось очень успешно. И вы знаете, вот я смотрю, когда выходил какой-то тройка, или она ловила какую-то мелодию, или какие-то слова, вот понимаете, она же сама и слова писала, и тексты, и музыку, да, ощущение, что человек как будто бы перерождается. Вот она возрождалась через это творчество, которое она делает. То есть сильная сторона вообще этой личности в том, что человек не просто находился в потоке, через него это шло. Человек огромным своим трудоспособностью, огромным светом использовал все свои навыки, способности и таланты огромным трудом, чтобы нести в этот мир свои ощущения себя. Я не знаю, очень сложно, я не знаю, вот она даже, кстати, сама такой человек, ей очень сложно как будто бы говорить, вот у меня такой расклад, ей сложно как будто бы доносить до людей то, что она чувствует. Как будто бы вот даже вот утомляет этот разговор, понимаете? Вот я сейчас подключилась к ее полю. Во-первых, даже то, что я к ней подключилась, я смотрю некоторых людей, понятно, что есть люди, которые ушли, которые живут на планете Земля. Есть люди, вот я смотрела, да, там, Тинькова, Чичваркина, пожалуйста, смотри, открытая книга, заходите, располагайтесь, присаживайтесь, ножки положите, понимаете? То здесь я чувствую, как я человека беспокою своим прикосновением, как бы, энергии, да, в ее поле. И вот интересно, что действительно было так сложно вот это с людьми, вот это объясняться, понимаете, объяснять себя, это правда, вот оно прям вот такой прям жест, как будто бы, вот это такое вот идет, я не знаю, вот надо говорить словами. Я не хочу говорить словами, я вот написала тексты, написала музыку, слушайте, вы меня поймете. Если вы хотите со мной познакомиться, послушайте мою музыку, понимаете. Я сделала что-то в этот мир, я в это несу, пожалуйста. Чего вам со мной, о чем вообще разговаривать? Такая классная энергия, на самом деле, потому что, ну вот, это, знаете, pure creativity, такое абсолютное творчество, абсолютно человек себя как бы проявляет и идентифицирует себя с тем, что он делает. Прекрасно. И сильная сторона этого человека, что он не стесняется быть собой, не стесняется самовыражения, понимаете, вот. Вообще много сильных сторон. Я смотрю, что у Земфиры очень много сильных сторон. Во-первых, очень такой, знаете, стальной железный характер. То есть как будто бы человек может действительно за себя подстоять. И поэтому творчество, ее вообще музыка, она нашла выход, потому что человек очень упорный, целеустремленный, работоспособный. Какие бы у нее не были какие-то внутренние рефлексии там, в плане того, как я себя ощущаю, по взаимодействию с миром, какие-то свои личные жизненные драмы и так далее, всегда она понимала, что вот это вот мое творчество, это самое главное, я этим живу, и через это как будто бы всегда шло какое-то успокоение души и реализацию. То есть это как бы, знаете, в жизни могло много что-то происходить, но она пишет песню, у нее гармонизация идет через творчество. Ну, как понимаете, настоящий творческий человек, он во внешнем мире устает, в своем творческом мире, в своем внутреннем мире он отдыхает, он возрождается. Вот она как императрица, понимаете? Вот. Конечно же, на нее выходят старшие арканы, понимаете, умеренность и жрица. Ну вот абсолютно человек, который какие-то свои инсайты, вдохновения, мысли настолько четко и ясно передавал, почему это находило большой отклик в целом поколении, да? Потому что и такая была популярность.
кстати говоря, сейчас я вспомнила такой интересный факт. По-моему, когда мне было 20 лет, ой, 12-20 лет, или 12 лет, или что-то, я купила билет, сама пошла на концерт Земфира. Она была в нашем городе, в городе Харьков, там я родилась. И мне было 12 лет, я была на ее концерте. Я была просто ее энергией потрясена, потому что огромный заряд, огромные... Я, кстати, вспомнила, представляете, я забыла этот факт в своей биографии. Я теперь поняла, почему мне захотелось ее разобрать на этом канале. Я просто вспомнила сейчас эту энергию, кстати. Так вот, почему? То есть человек как проводник, понимаете, жрица выходит карта умеренность. Человек через свою творческую энергию мог соприкасаться с душами других людей, и как будто бы, знаете, какие-то винтики там находились. То есть даже если человек не очень понимал до конца глубоко тексты, там, музыку, не мог там, как бы расшифровать все смыслы, которые она имела в виду, вот так вот мне идет, да, но ее музыка была настолько многогранна, ее творчество было настолько многогранное, она, кстати, очень этим, как сказать, гордилась. Для нее было это всегда очень важно создавать качественный продукт музыкальный, понимаете? То есть она же музыкант, для нее было важно создавать, и важно до сих пор, почему-то я в прошлом говорю, да, для человека важно создавать качественный музыкальный продукт. Это такое добросовестное, честное отношение к людьми. Вот это, кстати говоря, очень сильно. То есть любовь к людям, не на словах, бла-бла-бла, я вас всех люблю, вы такие все классные, я этому миру открыт. Любовь к миру через свой труд, через свое добросовестное отношение. Кто-то это может, кому-то это может нравиться, не нравиться, кому-то это может совпадать, не совпадать. Но я делаю это качественно, я вкладываю всю себя, я делаю это добросовестно, я могу ответить за свой проект, за то, что я делаю, понимаете? Вот это, наверное, самое сильное качество, которое у нее есть. Но у нее, я же говорю, что очень много. Во-первых, человек трудоспособный. Человек как таковой не конфликтный. Человек, знаете, вот он как будто бы идет какая-то стрела, она вот от нее скорее увернется. То есть такая вот, это абсолютно, знаете, такой человек-миротворец, человек, который в творческой энергии живет как бы на 100%. И человек не хочет, скажем так, абсолютно тратить свою жизненную энергию, самое главное, что свою творческую энергию, на какие-то такие вещи, которые не, ну, как бы не связаны с ее творчеством, с проявлением себя. Люди прошли, меня отвлекли. Вот, я же говорю, что вот то, что мне идет, понимаете, вот эти вот мирские какие-то суета, это, понимаете, вот какое-то творчество, это высшая материя. А то, чем люди занимаются, для нее это, понимаете, очень светло. Ну, во-первых, все-таки я, не знаю, сказала, да, там из жрицы выходила умеренность. Это старая душа, очень старая душа, которая, знаете, тоже прорабатывает в этом воплощении очень много своих кармических уроков, закрывает. И возможность прикоснуться к большому количеству людей своим творчеством, это тоже, знаете, такая отработка определенных кармических программ и уроков. Вот. Кстати, интересно, прошли такие люди, знаете, вот видят, что я видео записываю, как-то специально здесь стоят разговаривать, совершенно пустое место. Вот это, кстати, ее такой момент, относительно нее сейчас был, понимаете, вот она понимала, что мир дуален и что есть разные люди. Да, она, кстати, вот такой человек, который мог раздражаться. Что-то вот такое произошло, у нее прям, у меня сейчас почему-то, хотя они ничего такого не сделали, бывало у меня на раскладах и похуже, кто знает, кто смотрит. Но у нее вообще она такой человек вспыльчивый, эмоциональный, понимаете, настоящий творческий человек. Она так, когда своим чем-то занимается, там, музыку сочиняет или что-то делает, или она что-то говорит, когда кто-то ее перебивает со своими какими-то вот этими пустыми вещами, это могло вызывать огромное такое раздражение. Вот это, кстати говоря, очень часто доставляло ей по жизни очень много проблем, потому что человек очень чувственный, тонкий, очень тонко считывающий атмосферу. И, кстати, говорят, мне идет, что вот это вот такая вот ее могли воспринимать там какой-то грубоватый или какой-то такой холодный. Это связано с чем? Что человек очень четко чувствует искренность, неискренность, настоящее, ненастоящее, где какой-то идет какая-то агрессия, пассивная, не пассивная, открытая, неважно. То есть это считывается моментально, и это вызывает, как у ребенка, такую, знаете, настоящую такую вот энергию, потому что человеку хочется обмениваться только светлым, только любовью, только творчеством. Понимаете, вот только творчество, только творчество. Мой язык любви к этому миру, к людям – это творчество. Музыка, слушайте, пожалуйста, да, вот слушайте и просто не трогайте меня. Не надо мне задавать никаких лишних вопросов. Не нужно в мое пространство вклиниваться, понимаете? Вот и они так тоже прошли, и у меня так это вскипело, потому что я сейчас в ее потоке, она могла вот так вот молча, знаете, вот так вот вскипеть. Жарковатенько, конечно.
Но вот я же говорю, даже вот это жирноватенькое, меня сегодня жара, обычно я рассказала, так сижу, да, там, в любое время, меня как-то не сильно раздражает сегодня. Сегодня меня и может она, так, понимаете, поддаваться таким эмоциональным. Потому что человек такой, знаете, вот очень такой, очень гибкий, чувственный, чувствительный, тонкий человек, который реагирует на все вокруг, и поэтому она, знаете, держит какое-то свое такое пространство, чтобы сохранить себя, потому что она понимает, как другие люди могут быть неаккуратны, понимаете, то есть она как бы такой, знаете, немножко подальше от всех, чтобы я могла жить в своем режиме, комфортном для мне, чтобы никто не нарушал это, чтобы не создавать каких-то, знаете, таких вот конфликтных для себя, такой, знаете, вот какое-то такое внутреннее трение, внутренний какой-то конфликт, понимаете, то есть подальше ото всех. И вот и я села подальше ото всех, но все равно люди здесь так прошли. Как-то вот нагло. Вот это вот ее когда нагло, ее, кстати, очень раздражает. Но я со всем уважением, со всем таким уважением, со всем таким теплом. Вот очень светлый человек, очень творческий человек, и не хочется лишне беспокоить раз. Понимаете, сейчас это расклад, будем быстро заканчивать. И человек очень динамичный, очень сильная динамичная энергия, очень активность по жизни огромная. Именно творчество бустит, понимаете? Вот этот интерес к раскрытию, познанию, к написанию огромная, невероятная там энергия. И она пришла, кстати говоря, из многих воплощений, знаете, как будто бы накоплен такой потенциал, который нашел именно в этом воплощении такой вот выход к множествам сердец людей, к множествам ушей почему-то идет, потому что люди же слушают как музыку, да, то есть это именно ощущение через звуковые рецепторы. Вот, понимаете, ей очень важно вот коснуться звуковых рецепторов других людей. Такой эстет, понимаете, такой шеф музыки. Вот она, есть люди, которые шефы готовят, они что-то там, вот она такой, она себя так ощущает. Это сильная сторона, качественная, сделанная, хорошо сделанная творческая работа, понимаете? Не просто я такой сыграл, ушло. Нет. Здесь будет, знаете, вот как архитектор, или как какой-то инженер, как какой-то такой, знаете, человек с очень таким, знаете, сильным умом, который будет вымерять каждый миллиметр, чтобы это действительно было какое-то, знаете, вот идеальная гармония, идеальное сопоставление. То есть это очень сильно добросовестное отношение, сильнейшее качество Земфиры – это ее добросовестное отношение к творческому процессу. Не просто как пошло там это, нет. Довести до конца, как ребенка, вынянчить, чтобы это пошло в мир, чтобы это правильно было прочувствовано, понимаете, вот правильную форму облечь тому, что я создала, чтобы это правильно коснулось других людей. Сегодня будет самый короткий расклад. Все, я уже, знаете, мне говорится, все, давайте вещички на выход. Очень светлый человек, не хочется его лишний раз беспокоить, тем более, что Земфира среди нас, она, надеюсь, нас еще порадует многими разными треками. Треками даже сложно назвать, какими-то произведениями, скажем так, да, своим творчеством. Вот. Здесь карта выходит справедливость. Знаете, такой есть момент, что абсолютное ощущение нет уже, понимаете, человек настолько вот такой зрелый, проработанный, есть абсолютное ощущение, знаете, вот между добром и злом, что хорошо, что плохо. То есть ответы на все эти вопросы уже давно человек не ищет. Я же говорю, очень старая душа. Все давным-давно ясно. Здесь уже это воплощение, чтобы нести свои знания, свои ощущения в этот мир и этим людям. Очень хороший расклад, девочки. Пишите, кто знает этого исполнителя, кто любил эту музыку. Пишите в комментариях, как вам откликается. А я просто, знаете, вот хочется просто тихонечко на цыпочках выйти, чтобы не беспокоить. И со всем уважением просто... давно, кстати, надо переслушать. Я очень любила в подростковом возрасте. Мне кажется, даже эта музыка, она вообще могла очень многим людям спасать жизни, я бы так сказала. То есть она держала людей как-то на плаву в эти непростые времена. И ощущение, что ты не один. Вот такое вот мне идет. Поэтому очень интересный расклад. Знаете, сразу колобочку закрыл. Вот это она, кстати, вот. Чтобы я сразу колобочку разжила. Все, порядок, все. Знаешь, вот очень человек дотошный, очень человек аккуратный, добросовестный, который делает все с душой, с чистым сердцем. Вот, прекрасная энергия, все, вот со всем уважением, знаете, удаляю. Все, дорогие мои, пишите в комментариях, кого вы хотели бы увидеть еще. С вами была Ева. Если нужна личная консультация, пишите. Закрытый телеграм-канал, где я делюсь бэкстейджем. Приходите, до связи. Пока.